Всем привет! С вами Александра Бокова из кинофильма Mermaid Down, a.k.a. «Русалка на суше». Я из очень творческой семьи. Моя бабушка была заслуженная артистка Российской Федерации Алла Бокова, актриса театра. В детстве я была телеведущей на канале Ставропольском. Передача называлась «Нежный возраст». И я всегда знала, что я хочу работать в творчестве, я всегда знала, что я хочу быть актрисой. После того, как я закончила университет в Сан-Франциско, я решила рискнуть, поехать в Лос-Анджелес. Месяц после моего пребывания тут я прошла через несколько кастингов, и из 1000 актрис, включая некоторых знаменитых, я получила лидирующую роль в кинофильме «Mermaid Down». В университете я училась на политолога. Приехав в Лос-Анджелес, я работала в студии с Иваной Чабак. А в данный момент я работаю с Шерон Карник. Она является дином USC, University of Southern California, факультет драмы. Она также опубликовала очень много работ по методам Станиславского и Марии Книбель, по действенному анализу и так далее. На самом деле, поначалу, прочитав слово «русалка», я немножечко закатила глаза, потому что я решила, что это будет про какую-то принцессу, которая ждет своего принца, расчесываясь на побережье. Но прочитав сценарий, который, кстати, победитель нескольких премий, также финалист в соревновании Shoreline Screenplay Competition, и это один из самых престижных соревнований для сценариев по всему миру. Я прочитала этот сценарий, и меня он очень сильно вдохновил. И меня заинтриговало то, что это абсолютно новый концепт русалки. Наш режиссер Джеффри Грелман и наша продюсер Кейли Бейкер, их видение этой русалки — это абсолютно другой персонаж. Они хотели ей сделать наколки по всему телу, но потом они поняли, что это, наверное, очень прогрессивно. Русалка не является каким-то клише, а наоборот, они хотели создать что-то новое, абсолютно новый образ, новый персонаж. Меня заинтриговала работа характера, разрабатывать этот персонаж. Мне было очень интересно работать без слов, жестами, глазами, выражениями лица. Мне понравилось физически эта героиня. Мне понравилось то, что у нее какие-то дреды в волосах, у нее водоросли растут из головы, она привязалась к какой-то ключик, который она нашла, когда она тусовалась с какими-то пиратами. И что она вся такая животная, нечеловеческая, и в то же самое время она безобидная, но она и дикая. Мне это очень понравилось, я не чувствовала какие-то грани в этой роли, мне было очень весело. Наш режиссер такой смелый. Обычно новички стараются как-то быть поспокойнее, не делать ничего резкого, не делать ничего индивидуального, даже оригинального. И мне понравилось то, что он не боится рисковать, он не боится новые какие-то, смешивать жанры, разрабатывать абсолютно новые персонажи, новые взгляды на вещи. Мне это очень понравилось, меня это заинтриговало. И мне нравится очень сильно в персонаже то, что она не какая-то там супергероиня, которая такая силачка всех, такая тыщ-тыщ-тыщ. А наоборот, она очень безобидная, она дикая, но она ведь безобидная. И главные героини, так же как и невидимка по сюжету, невидимку никто не видит и не слышит, она считает, что ее просто игнорируют. И в результате эта невидимка помогает русалке, которая в результате всех спасает, спойлер. Но мне вот это вот очень нравится, вот это вот качество, что не всегда все самые громкие, самые яркие, самые крутые являются героями, являются самыми хорошими, важными персонажами. То есть стоит приглядеться к людям, к ситуациям. Иногда те, кого мы не замечаем, являются, у них есть что-то такое особенное. К сожалению, наш фильм попал под пиратство до выпуска. Конечно, мы польщены, что наш маленький фильм заинтересовал стольких многих людей.
в связи с пиратством, это дисквалифицировало нас от некоторых фестивалей, включая Sundance и так далее. Но не беда, потому что у нас дистрибьюшн по всему миру. Из-за этого пиратства я видела, что на очень многих сайтах русских есть этот фильм, наш фильм «Русалка на суше», в ужасном качестве, обрубленный фильм. Я не хочу обидеть переводчиков и дублеров, но я сама выросла на кинофильмах по СТС. Columbia Pictures представляет, и все вот на таком одном дыхании рассказывается. И, к сожалению, это портит сюжет. И поэтому, если у вас есть возможность и знание английского языка, я рекомендую всем посмотреть также на английском языке. Вообще стараться смотреть иногда фильмы на языке, на котором их выпустили. Потому что в каждом переводе всегда что-то теряется. С каким актером или актрисой я бы хотела сняться? У вас не хватит времени. Ну, с кем? С Николашей Кейджем, конечно же. С кем же еще? На самом деле очень много актеров. И они не обязательно, чтобы они были знаменитые актеры. Я хочу работать с актерами, которые в этой сфере не потому, что они хотят быть знаменитыми или крутыми и богатыми, а потому что это их жизнь, они этим живут. У них кайф находиться по 15 часов на съемках в ужасных вообще условиях, ужасной обстановке, мерзнуть или наоборот от жары задыхаться, но у них вот этот вот кайф, и это очень заразительно, когда ты находишься на съемках и когда у тебя сцена и игра с такими актерами, а также работать с Джеффри Беллом в очередной раз, и не раз, и с режиссерами, которые не боятся чего-то нового, действительно любят работать с актерами. Можно ли рассказать немного о моей личной жизни? Абсолютно нет. Личной жизни нет. Ибо когда я не на съемках, я на кастингах. А когда я не на кастингах, я на съемках. Вот и личная жизнь. Мне она очень-очень нравится. Еще у меня есть пес, его зовут Шеф, он боксер. Mermaid Down официально выпустили 15 октября. В связи с тем, что у нас так быстро растет аудитория, фильм теперь выпускают в Select кинотеатрах по всему миру. 29 числа, как раз к Хэллоуину, выпускают наш фильм на DVD в Redbox, а также в январе 2020 года выпускают по DVD через Walmart по всему миру.